Привет, друзья! Сегодня Германия снова в центре внимания, сразу несколько неожиданных событий. Пока правительство канцлера Фридриха Мерца говорит о новой строгости в миграционной политике, эксперты замечают совсем другое. Тысячи сирийских граждан, несмотря на все заявления о возвращении граждан, могут оставаться в Германии продолжительное время. Почему цифры не совпадают и что стоит за этим расхождением? Тем временем Deutsche Post меняет саму идею почты для граждан Германии. Привычные филиалы исчезают, их заменят почтовые автоматы. Но готовы ли к этому пожилые и сельские жители? В школах Саксонии еще сотни детей с иностранным происхождением ждут места в классах, и это вызывает тревогу у родителей и педагогов. А в Берлине правительство неожиданно формирует новую комиссию по отношению с Китаем. Это шаг, который может повлиять на экономику всей Европы. И это еще не все. Крупнейшая энергетическая компания Рейнско-Вестфальская электростанция столкнулась с неожиданными трудностями. Слишком много зеленой энергии, но не хватает стабильности. Что это значит для цен на электроэнергию и как Германия собирается на это реагировать? Про все эти последние новости сейчас я расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии продолжается обсуждение. Несмотря на объявленную кампанию по ускорению возвращению граждан Сирии, большинство из этой группы, по мнению экспертов, вероятно останутся в стране надолго. Анализ Федерального ведомства по миграции показывает, большинство заявлений сирийских граждан об убежище отклоняются, однако суды и ведомственные структуры констатируют, практически реализация массовых возвращений ограничена. Политика правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца предусматривает расширение мер возвращения, однако эксперты, включая профессора Даниэля Тыма из университета Констанц, отмечают, что значительная часть граждан Сирии, по их оценке, все-таки останется в Германии. Среди оценок за ближайшие 2 года могут быть возвращены лишь, внимание, около 20-25 тысяч человек. В то время, как, напомню, количество граждан Сирии в стране превышает 900 тысяч. Причина отказа – это сложность определения индивидуальных угроз, обязанностей государства и правовых условий для депортации, а также высокая доля трудоспособных лиц с разрешением на работу или гражданство. И хотя юридический путь для возвращения остается возможным, практическая реализация таких решений пока ограничена. В итоге правительственная кампания Фридриха Мерца может иметь больше символический, чем практический характер. Следующая новость одна из самых важных для граждан Германии. В Германии меняется формат почтового обслуживания. Компания Deutsche Post подала сотни заявлений, чтобы автоматы станции стали официально считаться полноценными филиалами. К августу 2025 года поступило 629 заявлений, из которых уже 72 получили одобрение. Эти автоматы станции предлагают те же услуги, что обычные почтовые филиалы: прием и выдачу посылок, продажу марок, прием писем, и работают, кстати, круглосуточно. Причина изменений – это обязательство Deutsche Post обеспечить почтовое обслуживание в каждом муниципалитете с более чем 2000 жителей. А поддерживать традиционные филиалы становится все сложнее из-за сокращения партнеров и времени работы. Если все заявки будут все-таки одобрены, до 5% всех филиалов компании могут заменить автоматы. То есть примерно каждый 20-й почтовый пункт останется без персонала. Автоматические станции уже появляются в сельских регионах Германии, например, в Нижней Саксонии, в Северном Рейне-Вестфалии и Бранденбурге. Однако инициативу критикуют. Представители социального объединения предупреждают, что почтовые автоматы могут оказаться менее удобными именно для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями или не имеющих современного оборудования. Deutsche Post защищает программу. Автоматы могут стать решением для малонаселенных территорий, где постоянное обслуживание филиалом экономически нецелесообразно. Вместе с тем, властям и компаниям предстоит решить, каким должен быть тот баланс между цифровыми сервисами и привычным личным обслуживанием. Следующая новость связана с обсуждением курса образования в Германии. В федеральной земле Саксонии, внимание, более 850 детей и подростков с иностранным происхождением по состоянию на начало сентября еще не получили школьного места. При этом к началу учебного года число ожиданий превышало 1350. Критики называют ситуацию неприемлемой. Длительное отсутствие школьного места препятствует обучению и серьезно осложняет
интеграцию. Министерство образования Саксонии отмечает, точные данные по всем новым прибывшим отсутствуют, поскольку указание гражданства при зачислении добровольно. В ответ на ситуацию введены меры. Например, с марта 2024 года дети, недавно переехавшие в страну, могут подавать заявки через цифровой портал. А с учебного года 2025-2026 первоклассники сразу направляются в обычные классы с дополнительной поддержкой. Однако представители педагогического союза подчеркивают, школа – это лишь один шаг, куда более важной остается качественная поддержка на немецком языке, которой зачастую не хватает. Несмотря на положительные изменения, Саксония еще далека от того, чтобы обеспечить каждому ребенку право на образование с первого дня прибытия. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Федеральное правительство Германии Фридриха Мерца, коалиция партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз готовит создание специальной комиссии для подробного анализа отношений с Китаем. Цель этого органа – выявление ключевых экономических и стратегических факторов, которые могут повлиять на интересы Германии и Европейского Союза. В частности, комиссия займется оценкой китайских инвестиций в критически важные отрасли Германии, от энергетики и сырьевых ресурсов до цепочек поставок в автомобильной и электронной промышленности. Также будет рассмотрена необходимость возможных изменений в законодательстве о внешней торговле и инвестициях, чтобы снизить ту уязвимость страны перед внешними вызовами. Документы парламента свидетельствуют, в состав комиссии войдут эксперты из науки и экономики, представители Института мировой экономики Киль, Ассоциации немецких промышленников, Торгово-промышленной палаты Германии и другие. Решения об учреждении комиссии будут обсуждаться на пленарном заседании Бундестага уже на следующей неделе. Оно показательно. Германия не отказывается от сотрудничества с Китаем, но намерена действовать с большей осторожностью в условиях новой геополитической реальности. И это только начало. В Германии активно обсуждают ситуацию вокруг энергетической компании Рейно-Вестфальская электростанция RWE. Компания неожиданно объявила, что ей придется сжечь на миллиарды евро меньше газа и угля, чем планировалось. Причина – это резкое падение цен на электроэнергию и переизбыток возобновляемых источников. На первый взгляд это звучит как победа зеленой энергетики, но на деле все намного сложнее. Солнечные и ветряные станции дают слишком много энергии в хорошие дни, а в плохие сети не справляются. В результате на рынке возникли серьезные колебания. Цены то снижаются до минимума, то быстро повышаются. Для Рейнско-Вестфальской электростанции это сильное снижение прибыли. Компания уже заявила, что ожидает снижения доходов в четвертом квартале, а аналитики отмечают, если ситуация не стабилизируется, в Германии возможен рост энергетических трудностей, только теперь не из-за дефицита, а из-за дисбаланса в самой системе. В правительстве Фридриха Мерца обсуждают, как регулировать рынок и как не допустить обвала традиционной энергетики, ведь именно она до сих пор обеспечивает страну в периоды, когда ветер не дует и солнце не светит. А дальше еще интереснее, как обстоят дела в других странах Европейского Союза. В Италии отмечают заметный прогресс. Под руководством премьер-министра Джорджа Мелони страна добилась признаков стабильной экономики и политического управления. Это особенно заметно на фоне трудностей во Франции и той же Германии. Ключевые факторы. Это Италия может уже в первом году достичь ориентира по государственному дефициту в размере 3% от ВВП, то есть это цель, установленная в Маастрихте. Рейтинговое агентство положительно оценило ситуацию, Италии подняли кредитный рейтинг, что и отражает снижение риска дефолта. Однако перед Италией остаются и вызовы. Внимание, страна еще одна из самых долговых в еврозоне, и темп роста экономики остается слабым. Все это означает, успех есть, но фундаментальная задача еще впереди. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.